Поскольку за эти годы я видела немало интересных моментов в жизни Тэхёна и Чингука, я не могла удержаться от обсуждения видео, в котором рассказывается о том, как Тэкук разрушал их отношения и делал то, чего делать не следовало. Они могли этого избежать. Это, конечно, всего лишь моя личная точка зрения, и, как я уже много раз уточняла, стоит сказать, что мои мнения и визуализации того, что происходило в их жизни, это всего лишь мои простые теории, и вы можете верить во что угодно, и мне было бы интересно узнать ваши собственные выводы. Итак, чтобы прояснить вышесказанное, это видео будет разделено по годам, без определенного порядка, поэтому мой подход к этим ситуациям никоим образом не повлияет на ход того, что вы увидите здесь. Я говорю это с этого момента, потому что в моем предыдущем анализе я получила комментарии о том, что годы не расположены в хронологическом порядке, и это не было моим намерением, поэтому я также прошу вашего понимания в отношении следующих пунктов, которые будут обсуждаться. Итак, начнем с этой серии видео. В апреле прошлого года Чингук начал полностью самостоятельную прямую трансляцию, где объяснил, что первая трансляция закончилась из-за того, что он выбрал высокое качество видео, несмотря на рекомендованное разрешение, поскольку Wi-Fi в отеле был нестабильным. Поэтому вторая попытка была сделана с довольно средним разрешением, на случай, если трансляция прервется или зависнет в каких-либо местах. После этого Чингук начал рассказывать о пари, который он заключил с Чимином, кто сможет расколоть орех руками и таким образом купить ужин другому. Чингук сказал, что не рассчитывал выиграть первым, но также начал рассказывать о закусках, которые он принес, чтобы провести прямую трансляцию с Мэй. Однако самое интересное произошло после того, как Чингук начал слушать песни и каверы, которые он сам сделал. Чимин подошел пожаловаться на чрезмерный шум, который Чингук создавал в коридоре, и притворно-сердитым тоном сказал ему идти спать. Поскольку время для мини-концерта в прямом эфире было неподходящим, что рассмешило и подразнило Чингука, но еще больше его разозлило, он продолжал включать песню на полную громкость, чтобы Чингук снова пожаловался, потому что, по его словам, никто ему этого не говорил. Именно здесь вернулся Чимин, и начала формироваться неловкая атмосфера, когда к прямой трансляции присоединился третий человек. Чингук рассмеялся, потому что Чимин вернулся, чтобы пожаловаться, и выглядел слишком расслабленным, ничего не скрывая в своем поведении. Чимин, который сражался в игре с Чимином, все казалось слишком знакомым. Чимин сказал, что не накрашен, и Чингук отметил, что он выглядит привлекательно даже без макияжа, но Чимин все равно предпочел держаться подальше от камеры, несмотря на комплименты. Однако, как только Чингук попросил Чимина станцевать под его песню «Леи» для фанатов, Тэхён появился из ниоткуда и привлек внимание Чингука. Изменение в его поведении было очевидным. Когда Тэхён появился, исполняя песню, он тут же отвернулся. Он подошел и первым делом коснулся уха Чингука. Чингук напрягся и быстро отстранился, его улыбка, казалось, почти исчезла. Хотя ее качество выглядело не очень хорошо из-за того, что Чингук сказал в начале, внезапная перемена была очевидна. Именно это поведение Тэхёна заставило его заметить едва уловимое отторжение. Запомните несколько моментов, начиная с того, как Чингук, казалось, отшатнулся от прикосновения Тэхёна и просто стоял рядом с ним, прежде чем уйти. Вероятно, это произошло потому, что Чингук чувствовал себя некомфортно, когда появлялся Тэхён, ведь персонал следил за всем, даже снаружи его комнаты. Позже все могли это заметить, когда повернулись к двери и поняли, что начинают более настороженно относиться к тому, что могут сказать снаружи. Поэтому причина, по которой Чингук принял такое поведение, как только появился Тэхён, вероятно, заключалась в желании избежать неприятностей в обстановке, которая до этого момента была довольно оживленной. Тот факт, что Чингук проявляет две стороны своей натуры, когда Чимин приходит его отругать, и когда Тэхён приходит, чтобы составить ему компанию, показывает, что намерение Тэхёна состоит не в том, что они вместе, а в том, что он считает, что Чингук свободен и может побыть с ним наедине, и это вы сможете заметить позже. Несмотря на это и на то, что Тэхён на мгновение отошел, это не помешало Чингуку вернуться на свое место и снова поиграть со своими ушами. Чингук снова выглядел напряженным из-за ситуации, но попытался расслабиться, посмотрев в камеру. Именно тогда он мельком увидел Тэхёна,
и они начали готовиться танцевать под песню «Эй» перед фанатами. Чингук присоединился к ним, и все трое выглядели расслабленными, шутя над песней. Тэхён, похоже, это заметил. Попытки Чингука не ошибиться, находясь рядом, и, возможно, именно поэтому действия Тэхёна, заметившего это, ясно дали понять, что что-то действительно происходит. Тэхён сказал, что им пора спать, Чимин добавил, что слышал шум Чингука в коридоре, а Чингук сказал, что это было его намерением. На этот раз заиграла песня «Стигма», и Чимин продолжил говорить, что не может поверить, что он включил свою песню «Эле-И», чтобы их побеспокоить, а они начали его в шутку бить. Затем Чимин украл у него сэндвич, и они оба выбежали из комнаты, чтобы попрощаться. Самое странное произошло после того, как Тэхён привлек внимание Чингука, спросив, когда он собирается закончить свой стрим. Чингук, казалось, заинтересовался вопросом, но настоял на том, что немного продлит его, поэтому не планировал заканчивать стрим так быстро. Однако Тэхён сказал ему связаться с ним позже, что заставило Чингука предположить, что Тэхён хотел поиграть с ним в Overwatch, поскольку Тэхён тогда не очень четко выразился. Хотя Тэхён ответил отказом, Чингук, быстро забыв о теме разговора, настоял на своем и рассказал фанатам, что Тэхён стал мастером Overwatch. Они выглядели более расслабленными, шутили и хвалили друг друга за игровые навыки. Чимин вернулся к ним, хотя Тэхён и Чингук продолжали говорить об игре и сказали, что Тэхён должен что-то сказать, потому что, когда они жили в одной комнате, Тэхён играл по 10 часов подряд. Чингук на мгновение растерялся от рассказа Чимина, но Тэхён сказал, что говорит о себе. Когда Чимин продолжал настаивать на том, чтобы он что-то сказал в свою защиту, Тэхён начал объяснять, что Чимин сказал, что играл 10 часов и 30 минут в своей комнате, и что все повернулись к двери, за которой следил персонал, желая продлить время игры, потому что у них не было расписания. Чимин спросил, почему он так делал, когда они были в Мексике, а Чингук ответил, что его энтузиазм достиг даже за границей. Затем Чимин сказал, что, по его мнению, Тэхён не оказывает хорошего влияния на Чингука, и они посмеялись над этим. Тэхён ответил, что проблема в том, что он всему научился у Чингука, поэтому просто идет по его стопам. Это было сделано для того, чтобы показать им, что на самом деле именно Чингук оказывал плохое влияние на Тэхёна, и ему даже не составило труда это принять. И хотя Чимин сказал, что он не так хорош в играх, как Тэхён и Чингук, они оба сосредоточились на том, чтобы вернуться к двери, после чего Тэхён на мгновение посмотрел в камеру и каким-то образом вышел из кадра. Странное дело, именно тогда Чимин и Чингук переглянулись, словно хотели что-то сказать, и если вспомнить, что вначале Чингук сказал, что пока не будет заканчивать прямую трансляцию и немного ее продлит, все снова показалось слишком странным. Когда Тэхён вернулся, чтобы привлечь его внимание, на этот раз он, казалось, потребовал, чтобы Чингук немедленно прекратил прямую трансляцию, не объясняя причин. Смущенный Чингук спросил, почему он просит его выключить трансляцию, если уже сказал, что продлит ее, и тут Тэхён внезапно ответил, что это для личной беседы. Это быстро вызвало восхищение у местных фанатов, которые говорили, что обычно фраза «личная беседа» произносится не с обычными друзьями, а с кем-то особенным, потому что это звучит как приглашение к романтической беседе или что-то более интимное, что часто используется между парами. Кроме того, в ветке обсуждений в Твиттере собрались комментарии корейцев, которые, сами не понимая, о чем идет речь, подтвердили, что эта фраза означает желание спокойно и приятно поговорить наедине, без посторонних, и отметили, что это распространенная практика среди пар, поскольку концепция была особенной, приглашение к поцелую без излишней откровенности. Поэтому, когда Тэхён попросил его выключить трансляцию, чтобы поговорить с ним наедине, Чингук сразу понял и без колебаний подошел к камере, чтобы узнать, сколько длится трансляция, сказав, что раз она длится уже более 35 минут, то должна была закончиться. Тем временем Чимин странно рассмеялся и игриво поцеловал их, как будто знал, о чем идет речь, и что никто не должен слышать, что еще больше раскрыло их секрет, всю эту странную прямую трансляцию. После короткого обмена взглядами они на мгновение замолчали, глядя друг другу в глаза. Чингук отвел взгляд и усмехнулся, вероятно, найдя это милым, а Тэхён закончил тихим «хм», показывая, что они оба спокойно отнеслись к тому, насколько странной была прямая трансляция. Чингук сказал,
что проведет еще одну прямую трансляцию в другой раз, так как в тот день он больше сосредоточился на изготовлении гвоздик, чем на общении с фанатами, поэтому, вероятно, они подумали, что он не смешной, и он вернется с более интересным контентом в следующий раз. Несмотря на разочарование, Тэхён сказал Чингуку, что если тот сказал, что в следующий раз будет весело, то это потому, что он действительно возьмет на себя ответственность в знак своей поддержки Чингука. Тэхён также упомянул сон, который приснился Чингуку, где он ссорился с Джином из-за штанов. Чингук, вспомнив, что он поднимал эту тему в прямом эфире, сказал, что обычно ему никогда не снятся участники группы, но затем посмотрел Тэхёну прямо в лицо, прежде чем почувствовать необходимость оправдаться, сказав, что это, вероятно, потому, что они проводят много времени вместе. Когда Тэхён хотел что-то добавить, Чингук предпочел промолчать и сказал, что они хорошо поработали в тот день. Наконец, они попрощались с несколькими улыбками и пожелали всем счастливого дня, хотя записанная прямая трансляция показалась всем очень странной и напряженной, потому что, судя по дискомфорту на их лицах, каждый раз, когда их вызывали сотрудники, возникала странная смесь, которую мы все чувствовали, и в итоге они раскрыли их больше, чем следовало. Так что в конце концов мы знаем, что Тэкук всегда найдет способ еще больше раскрыть свои отношения, намеренно или нет, никогда не будет сомнений в том, что когда они вместе, всегда происходит что-то странное, и тот факт, что посторонние боятся оставлять их одних, как и других, показывает, насколько это реально, потому что Тэкук сделает это еще более очевидным.